Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра! Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Миссия Тэхёна – обязательно тронуть пресс Чангука. Выполнено. Девятое место. Очень сложно сдерживать себя каждый раз, когда так хочется прикоснуться к своему человеку. Тэхён отличный актер, но не когда дело касается Чангука, тут никакая сила воли и маскировка не помогают. Восьмое место. Совпадение или нет? Мнение корейца о Тэйкук. Дело не только в засосах. В сети есть много фото как Чангука, так и Тэхёна с засосами на шее и сексуальном напряжении, создаваемым замашками ребят. Вообще лучше сами взгляните видео из Ютуба по запросу, как Чангук смотрит на Тэхёна. Однако то, как они смотрят друг на друга, заставляет задуматься, а действительно ли они просто друзья. Вы можете ясно видеть, как изменились их отношения, не в плохом смысле. Меня всегда интересовали многие вещи, сбивающие с толку, которые бросаются в глаза в этой истории. Письмо Юнги Чангуку и Тэхёну, поцелуй в щеку и многое другое. Во-первых, многие люди спорили по поводу того, как Тэхён однажды спросил Чангука «Я твой друг?». Дело было летом. Некоторые говорят, что Чангук обиделся, потому что Чингу – один из вариантов сказать «друг» по-корейски. В Корее имеет смысловой окрас, подчеркивающий возраст, а Тэхён старше его. Но позвольте мне заметить, что Ичимин тоже называл Намджуна Чингу. И сам Чангук называл Юнги Чингу. И насколько я помню, не уверен, Намджун тоже называл Джина Чингу. Так зачем так обижаться, если кто-то называет тебя другом? Или, может быть, вы двое, нечто большее? Чангук и Тэхён стали более зрелым, как и их отношения, если сравнивать с остальными. Вместо тех липких и любвеобильных голубков Чангука и Тэхёна теперь у нас есть просто милые взаимодействия, а также тонкие моменты. Странно видеть эти изменения только между ними, но милота просто зашкаливает. Также напоследок вспомним письмо от Тэхёна для Чангука в день рождения этого кролика, которое выделялось среди прочих писем с поздравлениями от остальных. «Чангук, я вижу тебя прямо сейчас передо мной. Как ты? С днем рождения! Знаю, что ты сейчас занят, Таня. Я постоянно думаю о тебе. Я тебя люблю. Тебе очень повезло, что ты можешь провести свой день рождения с армией. Желаю здорово провести этот особенный день». Восьмое чудо света. Самое красивое и необычайное совпадение в мире. Кажется, это называется быть предначертанными судьбой. Одинаковый вайб. Седьмое место. Да, фанатам очень понравилось, но не понравилось одному ревнивому тигру. Шестое место. Поведение пары. Чангук всегда делает то, что хочет Тэхён. Пойдем со мной.
Вот такое яблочко у Чонгука. Ну а как по-другому, если у мужа такая аппетитная попка? Пятое место. Задача смотреть и не жевать сопли с треском провалена. Четвертое место. Забота. Тэхён сначала проверил это на себе, прежде чем сделать это с Чангуком. Как можно отказать таким надутым губкам? Правильно, и Тэхён не знает как. Чангук сказал: «Я никогда тебе не врал, Хён». Третье место. Новости Чангука и Тэхёна. Завтрак Тэхёна. Рис, картоельный яичный суп, жареная говядина с осьминогами и овощами, маринованный редис, кимчи из горчицы. Завтрак Чангука. Рис, говяжий суп с редисом, жареный тунец с овощами и красным перцем, жареный рыбный пирог, кимчи из редьки, молоко. Обед Тэхёна. Мультизерновый рис, рагу из соевой пасты даунджен, жареная рыба, морские водоросли, тушеные перепелиные яйца, кимчи, клубничное молоко. Обед Чангука. Рис, рагу из соевой пасты, жареная маринованная утка, жареный фаршированный красный перец в панировке, обертывание из редьки, кимчи из капусты. Ужин Тэхёна. Рис, суп из морепродуктов, яичница на пару, тушеная курица в соусе терияки, кимчи из пекинской капусты. Ужин Чангука. Рис, острый суп из говядины, жареные овощи, яичница на пару, кимчи из пекинской капусты. Скутер Браун. Инстаграм. На фото Ашер, мама скутера и Чангук. Ну почему Чангук такой миленький, так и манит чмокнуть? А спонсор моей весенней диеты. Я не дам вам забыть такого Тэхёна. Эфир Тэхёна, он читает комментарий: «Эти очки тебе не идут». Тэхён спросил: «О, кто-то считает, что эти очки смотрятся на мне плохо. Не говорите мне таких вещей, они отлично смотрятся на мне, ясно?»
Другой эфир Тэхёна, на котором армия выразила беспокойство, что он выглядит замерзшим, и она чувствует дискомфорт от этого. Тэхён сказал: «Я выгляжу замерзшим. Я согрею тебя. Сейчас тебе теплее». Почувствуйте разницу, как Тэхён отвечает на замечания и как он готов одеться ради армии только потому, что она искренне переживала за него. Влетаем в этот день с этим Чангуком. Фан-база Тэхёна сделали пожертвование на питание в честь 150-го дня военной службы нашего Тэхёна. Два комфортных пирожочка. Самые популярные айдолы мужских кей-поп групп в YouTube в Корее в 2024 году. Усмешка Чангука такая горячая. Бывший стажер компании о Чангуке. Когда я впервые увидел Чангука, он был таким талантливым. Говоря о гениях, я всегда говорю о нем. Я понял, что не могу быть таким, как он. Плачу о том, как Чангук достиг своего пика счастья, рассказывая историю любви своих родителей и рассказывая, что его мама гонялась за его отцом, потому что он был хорош собой. Посмотрите на самую широкую улыбку малыша Чангука. А теперь вспомним о 9-летнем Джиху и его милом письме Тэхёну. Прошло 6 лет. После того, как Тэхён написал письмо в ответ, Джиху и его мама заплакали, а потом мальчик убежал в свою комнату и плакал в одеяло, потому что был очень счастлив. В своем письме Джиху написал: «Я хочу, чтобы Тата улыбался». А Тэхён ответил, что Тата улыбается сегодня. Позже мама мальчика написала еще одно письмо. Я только вернулась домой, убиралась дома, когда пришло первое уведомление. Я зашла в Твиттер и увидела для Джиху. Я сначала просто застыла, а потом начала плакать. Мои слезы лились, и я отдала телефон Джиху. Он увидел, что там, и закричал. Он бегал туда-сюда и кричал. Тэхён сказал, что он мой друг. Что делать? А потом он ушел в свою комнату, забрался под одеяло и много плакал. Сейчас он немного пришел в себя и гладит Тэхёна по лицу на фото и говорит: «Хён сказал, что он мой друг. Спасибо тебе». Я сидела рядом с сыном и плакала. Мечта Джиху сбылась. Спасибо тебе большое, Ким Тэхён. Он самый драгоценный человек. Терапевтическое видео для тех, у кого плохое настроение. Гадюшник снова отличился. Сегодня прилепились к коже Тэхёна, что отбелить кожу не получилось. И далее в том же духе сравнение с непревзойденной белизной своего кумира. Я всегда прихожу в замешательство, когда у людей такие предпочтения. Чтобы сравнивать,
нужно быть по-настоящему уверенным в том, что у вашего фаворита бесспорно красивые и гармоничные черты лица. Я не уверен, что он подходит для этого. Давайте будем честны, рядом с Тэхёном любой выглядит хуже. Люди, которым не нравится Тэхён, пытаются затенить его. Они притягивают его семью, друзей, людей, задевает его внешность, цвет его кожи. Зависть к его природной красоте, которая признана всем миром, зависть к его непревзойденному успеху, беспомощность перед всем этим – вот причина хейта Тэхёна. Этими постами люди не выставляют его в невыгодном свете, они лишь показывают, насколько они незрелы. У медовой кожи Тэхёна, без макияжа и фотошопа, есть своя персональная фан-база. Он прекрасен всегда, где бы он ни был, и это неоспоримый факт. Слабое место Чангука – это задница Тэхёна. Сканы книги открыток из поп-ап-магазина BTS Monochrome с Тэхёном. Улыбка бровями. Это милая особенность Чангука – улыбаться даже бровями. Давайте вспомним модный показ Селин, где Тэхён поразил нас своей красотой. Тэхён для посещения показа выбрал образ из коллекции Селин «Осень-зима 2022» от Эдди Слимана с надписью «Бойдол». Артисты, которые посетили модный показ, говорили в своих соцсетях: «Если посмотреть мои сторис, то можно увидеть просто огромное количество людей на показе Селин, но я никогда не видел ничего подобного за всю мою жизнь». Еще французские СМИ писали: вопящие и плачущие фанаты заполнили обе стороны Пале де Токио перед шоу Селин. Тем не менее, они пришли не из-за одежды Эдди Слимана, а из-за того, чтобы мельком увидеть одну из самых обожаемых поп-звезд в мире – Тэхёна из BTS. Могу сказать, что наш любимый Ким Тэхён имеет огромное влияние не только в музыкальном шоу-бизнесе, но и на модных показах, причем не имеет значения, в какой роли – почетного гостя или модели. Этот дерзкий малыш. Сканы книги открыток из поп-ап-магазина BTS Monochrome с Чангуком. Второе место. Это так интимно.
завел с полоборота. Какой хороший ракурс. Первое место. Чангук так спешил притянуть Тэхёна ближе к себе, что ведущий не успел вставить между ними предмет по сценарию. Все запаниковали, кроме тех, кто действительно целовался. То, как исчезла улыбка с лица Чангука, когда их разняли. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.